Привет! Наши друзья из Мотоворон прислали мне на обзор вот такие вот замечательные текстильные боковые мотокофры, мотосумки. Давайте посмотрим, из чего они сделаны, проверим их вместительность и посмотрим, как они выглядят на дугах мотоцикла. Welcome to начало обзора. Для каждой сумки в комплекте идут вот такие 4 ремешка, которые нужно прикрепить к дугам мотоцикла. Для этого нужно продеть через петлю ремешок и затянуть его на трубе. То же самое делаем и с остальными ремешками. После установки всех 4 ремешков можно вешать на них сумку. Делается это легко, нужно просто защелкнуть сумку к замкам на ремешках. Также на самой сумке есть еще и центральный ремень, который также можно продеть за трубу дуги безопасности и защелкнуть к сумке. Таким образом, система крепления включает в себя 5 точек фиксации. По бокам сумки остается еще 2 ремня со светоотражающей вставкой. Их также нужно защелкнуть к замкам внизу сумки. Благодаря такому простому крепежному решению сумку легко взять с собой, просто отстегнув ее от замков. Ну что ж, давайте ближе посмотрим на эти сумки. Эти сумки имеют схожую конструкцию с гермомешками. Их также можно так вот сворачивать. Вот. Но сделаны они из другого материала, не из ПВХ, как гермосумки, что позволяет им не комкаться и не заламливаться, если их вот так вот мять, допустим, или там сжимать. То есть на них не остается никаких следов от этого. Сам материал сумок довольно такой, ощущается надежным, в руках держится такой вот он неплохой, скажем так, хороший материал. Стойкий к стиранию, я так смотрю, ну и так они более так добротно ощущаются в руках. Я думаю, что они должны прослужить долго, если их эксплуатировать в суровых, так сказать, погодных условиях. Ну это как по мне. Заглянем внутрь. Внутри у нас в сумке вот такой вот оранжевый материал, который довольно такой мягкий на ощупь. Скажем, ну не то чтобы мягкий, но приятный на ощупь. И тут внутри есть такая вот, чувствуется как провставочка такая. Наверное, это для того, чтобы защитить их от влаги. Давайте проверим, что в эти сумки можно поместить. А для этого нам нужно вернуться к мотоциклу. Погнали. Сначала я для эксперимента попробовал положить в сумку 2 бутылки воды. Одна 1,5-литровая, а вторая 2-литровая. И они там прекрасно поместились. Что ж, я решил усложнить задачу и приблизить к реальности этот эксперимент. Я взял свой мини-набор посуды для путешествий, включающий газовую горелку, котелок с посудой и 2 газовых баллона. Кроме этого, я еще попробовал положить в них бутылку воды. Как видим, все влезло без проблем. Продолжая тест, во второй кофр я попробовал засунуть свой мини-набор туриста-выживальщика. А именно, я взял свой летний спальник, с которым я ездил пару лет назад в Карпаты, и свою родную одноместную мини-палатку. Все это добро также нормально влезло. У меня на мотоцикле вообще установлено 3 железных больших задних кофра, с которыми я путешествую на дальняки. Но иногда бывает необходимость в дополнительном месте, особенно когда едешь на дальняк вдвоем. Как дополнительное место эти кофры мне понравились. Теперь можно ехать в дальняки, зная, что у тебя будет еще пара резервных сумок для вещей и что не придется теперь привязывать вещи к раме. Еще один дополнительный бонус этих сумок — это то, что их можно использовать на боковых рамках багажника мотоцикла. Для этого нужно пристегнуть комплект дополнительных ремней к сумкам и повесить их на мотоцикле. Итак, что у нас по плюсам? Первое. Они довольно вместительные. Их объем можно регулировать, затягивая или расслабляя ремни крепления. Ну и как по мне, они органично смотрятся на мотоцикле. К сожалению, у меня пока нет возможности проверить их в реальных условиях в путешествии, но как только такая возможность появится, я уверен, что возьму их с собой в качестве дополнительного места для багажа. Второе. Сумки сделаны довольно качественно. Все швы смотрятся добротно, не криво, материал, из которого они сделаны, также не дешманский, довольно плотный. Двумя словами, вещь надежная. Третье. Их легко снимать с мотоцикла и брать с собой. Не нужно ничего развязывать, достаточно просто отстегнуть застежек и забрать их.
Четвертое. Если кому нужно, то их можно скрепить вместе и использовать на задних рамках багажной системы. Просто по аналогии закрепив их к багажнику и скрепив вместе двумя ремешками. Теперь давайте пробежимся по минусам. Первый минус — это, конечно же, безопасность, так как их легко снимать с мотоцикла и брать с собой, но это также легко и ворам, которые могут их также легко забрать с собой. Поэтому особо ценные вещи в них перевозить не стоит, ну или надолго оставлять мод без присмотра. Второе — это места крепления на дугах безопасности, к которым ремешками крепятся эти сумки. Я думаю, со временем они могут протереть там красочное покрытие на дугах, и я бы все же подмотал бы в эти места черную изоленту, чтобы защитить слой краски от истирания. Правда, наверное, остался еще один самый важный тест — это тест на водонепроницаемость. Вот если эти сумки пройдут этот тест, то я точно буду с ними ездить в дальники. Чтобы протестировать сумку на водонепроницаемость, я взял достаточное количество сухой упаковочной бумаги и хорошо так натолкал ее в сумку. Потом я просто скрутил вверх, как гермомешок, и зафиксировал ремешком. Теперь наступает самое интересное. Я включу душ с нормальным напором воды и пополиваю так на сумку примерно в течение минуты. Давайте же посмотрим, что из этого получилось. Круто. Сухая бумага. Воду не пропустила. Так, внутри сухая бумага. Сухие внутри. Эксперимент продолжается. Бумага чуть-чуть вот из-за того, что я ее брал руками, стала мокрая, но это не в счет. Поэтому закрываем и поливаем дальше. Бумага сухая. И совсем не пахнет. Это тоже сухая. Это тоже абсолютно сухая. Ну, внутри сухо. Есть такие как бы... Хотя, вот я рукой щупаю. Внутри сухо. Такая, может, маленькая влажность. Короче, зачет. Если вам понравились данные кофры, все нужные ссылочки я оставлю внизу под видео в описании. Заходите на магазин Мотоворон и заказывайте себе эти мотосумки. Пишите ваши вопросы и комментарии под этим видео. Не забывайте нажать кнопочку лайк и до новых встреч. Пока.